Решил поуберить целый день, чтобы посмотреть и сказать вам, сколько на этом можно заработать. Доброе утро. Итак, проеду сегодня. Сегодня у нас почти выходной, почти нет. То есть сегодня сейчас 11 часов дня, а люди нормальные утром выезжают. Но дело в том, что у нас сегодня Día de Empleado de Comercio. Это типа эти коммерсанты всякие, которые работают на продажах, на том, на сём. У них сегодня выходной официальный ихний день. Так что, к примеру, там закрытые карифуры. Вот я смотрю, в нашем районе сегодня утром я ходил в спортзал, шел, и карифурчики маленькие закрытые. И вот напротив тут тоже один карифур, тоже закрытый. Вот здесь парикмахерская, парикмахерские по понедельникам и так закрытые. Ну, в общем, кто работает, кто не работает. Одним словом, движуха в городе немножко такая, не такая прямо, как всегда. Ну, от этого ничего не мешает мне покататься. Попробую сегодня покататься. Сегодня возьму, наверное, включу там это самое приложение Didi и покатаюсь на Didi. Потом посмотрим, что и как получится. Если буду в интересных районах, что-то будет интересное, поснимаю, покажу вам. Включил приложение, сейчас подключу до интернета. Как я делаю, подключаю к интернету. К примеру, у меня есть несколько номеров телефонов. На одном телефоне у меня очень много интернета, вот на этом. Тут, ну, самый большой план, который существует, из-за того, что я хочу вести стримы всякие со всех сторон и все. А другие телефоны, они такие как бы больше для WhatsApp. Там практически минимальный план я покупаю, так предоплатой на месяц плачу что-то минимальное, что только можно, типа там $3, $4, $5 в месяц. Чтобы только WhatsApp светились, и WhatsApp люди могли с моих страниц соединяться по WhatsApp. Но я этот телефон, когда сажусь в машину, раздаю интернет с этого телефона, этот подключается по Wi-Fi к этому, этот лежит просто в сторонке, потому что это личный телефон. А этот у меня для навигации, как бы по городу, для всяких приложений, всего. Так что все, поедем, посмотрим, как сегодня день начался, я рассказал, как закончится, посмотрим. Мунро называется, пригород Буэнос-Айреса, совсем недалеко. В сторону Висенте-Лопес, Тигров. Смотрите, как здесь спокойно, тихо. Ну, как, днем спокойно, тихо. Отсюда 2 квартала, там центр, магазины, все такое нормальное. А здесь, допустим, вот на заборах, если обратите внимание, стекло битое. Там проезжал, в некоторых было на заборах сетка такая, как на тюрьмах, знаете, чтобы там не перелезал их. Ну вот, обратите внимание просто. Если кто хочет жить в Мунро, я не в дом показать, я в смысле сетку. Вот у того такие штыри там приваренные, железные, а вон дальше сетка. То есть вот с одной стороны кажется все крутенько, да? Но там вот такая сетка растянута, там хоть и камеры стоят, вот я вижу камеры есть, которые камеры de seguridad, ну типа безопасности камеры. Ну вот, то есть Аргентина имеет разные районы, где-то так, где-то по-другому. Днем крутенько, девушки ходят, собачек выгуливают. А ночью, наверное, все-таки лучше иметь какое-то или стекло, или там это самое. Автобусы сюда ходят, вот смотрите, видите. Мунро, Ретиро, Мунро. Вот как раз это вот сюда, с Ретиро, Мунро. Вон есть один киоск, совсем не капиталь, конечно. Там можно купить что-то. Там вот даже есть написано «школа» рядышком. Одним словом, показываю вам районы Аргентины, пригороды Буэнос-Айреса, для того, чтобы вы понимали. А вон, если хорошо присмотритесь, дальше уже и центральная улица этого Мунро, и там получается этот самый. Центральная улица, там куча магазинов, прогулочный такой райончик. Так что где-то так. Бывает, заносит какие-то районы. Сегодня попал вот в Мунро, вышел, думаю, сниму для вас. Для моих зрителей, иначе кто вам еще так походит по всяким Мунро. Весна наступила, скоро будет вообще прекрасно. Смотрите, видите, все цвиркает, все это самое. Я, в общем, отдохну, поеду в сторону Капиталя. Надо подвести итоги. Сегодня следующий день. Вчера я рассказывал, что поехал поуберить. Решил поуберить целый день, чтобы посмотреть и сказать вам, сколько на этом можно заработать. И заодно поотвечать на вопросы, потому что есть вам как бы это самые комментарии, как и за, так и против. Некоторые говорят, молодец, теперь круто все. Типа, этим надо заниматься. Другие говорят, Света, отговори его, это износ, это угробит, это возраст. Ну, одним словом, смотрите. Вчера я решил поездить, хорошо?
приехал домой я, наверное, даже точно не помню, ну, в общем, после 9 вечера. Понятное дело, ты все это время не ездишь целый день. Я ушел из парка, потому что там собаки гавкают, все кричат, дуют, чистят, и я это. Целый день ты не ездишь, и где-то стоишь, где-то выключаешь, где-то ноги размял. Ну, основную массу, да, ездил, выбирал заказы такие, которые как бы старался особо за Капиталь Федераль не выезжать, но выезжал все равно в пригород, выезжал. Вот в пригороды хорошие, типа Мунро, Висенте Лопес, вот такие вот пригороды, да. Соответственно, получается, ну, как бы берешь заказ там с Капиталя и вот в хорошую пригород. И потом оттуда ждешь обратно в Капиталь. Также попалось везти в аэропорт, также попалось с аэропорта, тут же сразу прихватил людей, которые на английском разговаривали, молодежь ехала на Риколету. Попался мне ученик один, которого надо было забрать с Висенте Лопеса аж в центр города, то есть далеко, с провинции в центр города. Я начал его спрашивать, говорю, а что ты там вообще делал? Ну, такой старшеклассник. Он говорит, учусь в школе, заканчиваю коллегию. Я говорю, а что так далеко, что ли? Школы нету ближе. Нет, хорошая школа. Туда, говорит, вообще из далеких провинций сюда в эту школу приезжают. Наверное, частная школа, знаете. Я просто удивился. Я говорю, ты каждый день вот так ездишь? Ну да, говорит, туда более-менее еще утром, говорит, могу на автобусах, на том, на сём поехать, а назад уже, ну, как бы все движухи, то, говорит, на Уберах, на всяких. Работал я вчера на Диди, включал. Убер включил на пару раз, пару поездок, и потом включил Диди. В Диди у меня там промоцион, то есть как бы есть такая штука, как, ну типа они там новичку дали кое-какие скидки. И я решил воспользоваться этими скидками, они там до конца месяца. Ну вопрос в том, сколько же я заработал за эти поездки все. Чтобы понимать за день, сколько можно заработать. Во всяком случае, в моем случае, я сильно не рвал все подряд, не хватал. У меня процент вот этих асептасьон, так получается, процент от того, что бликало и от того, что я брал, где-то 17%. То есть остальные я пропускал. То есть они мне невыгодны, если не та провинция, или очень далеко, или я туда не хочу ехать, или мне невыгодно, потому что в ту сторону просто не хочу ехать, хочу в сторону центра или еще куда-то. Соответственно, выбирал только то, что мне подходило. 17% вот у меня от того, что я типа брал, из того, что мне предлагалось. В конечном итоге на Uber сделал пару поездок, заработал где-то 10 тысяч песо. Давайте сразу так, я буду в песах, но песо сегодня, грубо выражаясь, ну если пойдешь там туда-сюда менять, наверное так, 1300 песо, $1. Вот и считайте. Значит, на Uber 2 поездки, 10 тысяч песо, я по копейкам не беру. И на Диди потом я перешел. На Диди в общей сложности у меня вышло, думаю, 81-82 тысячи. То есть за 90 тысяч в общей сложности за день я заработал, вот когда я поездил вот в таком режиме, как я вам рассказал, да. Ну, грубо выражаясь, что это получается у нас. Где-то, если 90, ну, наверное, можно, если так сильно брать, ну, можно 1100, наверное, выгнать, наверное, может, кто-то и больше может выгнать. То есть, наверное, ну, долларов 80-70 можно зарабатывать в день вот в таком режиме. На Uber, на том, на сём. Но тут, конечно, вы должны отчитывать это все еще. Бензин, износ машины, ремонты, заправки. Потому что поездить несколько дней уже, раньше там, когда пользуешься только для себя, тебе бака хватает надолго, если, конечно, не поехал на рыбалку за город. А если на Uber, в городе, пробки, это не за городом. Тут все, дырчишь, стоишь в каких-то пробках, бензин жрет, соответственно, получается не такая прямо веселуха по бензину. Я имею в виду, что бензин, ну, расходуется быстренько. Но факт в том, что буду ли я заниматься этим постоянно или нет.
Нет, я не буду постоянно заниматься этой штукой, чтобы вы просто понимали, да, по одной простой причине, что я и не собирался как бы так там кричит эта музыка, пойдем по другим улочкам пройдемся, просто доскажу. Я и не собирался постоянно этим заниматься, это я себе попробовал, во-первых, чтобы знать, а во-вторых, это будет как подработка, то есть в каком плане, ну, собрался там ехать на рыбалку, и потом бах-бах, тебе там, не знаю, в этот момент нужно там что-то больше денег, ну, поехал, поуберил, как у нас называется, но в то же время, конечно, на все не растянешься, надо будет выбирать. Значит, в Ютубе я не собираюсь бросать, соответственно, компьютерный бизнес, которым я занимаюсь, я не собираюсь бросать, а для этого нужно время. Вот сегодня тоже женщина принесла там на ремонт. Значит, то есть отговаривать меня не надо, я и сам не собираюсь становиться просто таксистом и все время, ну, как бы вот таксовать с утра до вечера. Вот сегодня утро, я занимаюсь своими делами. После обеда, если у меня получится свободное время, может быть, на пару часов выеду. Ну, вот и так, где-то так. Если будет какая-то другая работа, вот мне надо там компьютерных кое-каких автоматизациях кое-что подправить, чтобы по-другому делалось, еще кое-что. То есть по делу все свои дела, если никуда тебе не надо, и у тебя есть такое время и желание, можно выехать. То есть если рассматривать это как подработку, то я считаю вполне нормально. Чем платят? В пригороде в основном платят наличкой. В пригороде. В городе и кто там, туристы, как правило, уже зарегистрированы, они, как правило, все этими карточками. То есть ты подъезжаешь, написано, что заплачено карточкой, просто заканчиваешь поездку и все. А в пригороде, то в основном я заметил, наличка карточками редко кто. Что нужно при себе иметь, чтобы кататься, ну, кроме документов зарегистрированных, чтобы я так заметил, что нужно как бы такое еще иметь. Я бы порекомендовал, ну, во-первых, наличку чтобы сдачу давать, а еще я вожу, есть аппарат такой, он по интернету соединяется, такой терминал. Ну, вот этот по интернету соединяющийся терминал, где можно QR-код там сгенерировать, и они могут засканировать очень так и каждый день. Прямо вот я тут 3 дня попробовал все это делать, и каждый день кто-то просит заплатить перечислением, а ты ему просто делаешь такой код QR, и он просто сканирует телефоном и платит туда. Удобная штука, может в машине лежать. Батареи намного хватает, не знаю. Я вот 3 дня его с собой возил, после того, как зарядил, на ночь выключаю, когда в багажнике валяется он. А когда езжу целый день включен, ну, пока израсходовал батареи, наверное, за 3 дня 15%. Остальная батарея живая. Так что надолго его хватает, терминал. А потом можно от машины зарядить. Ну, то есть просто зарядка. Обычная, как для телефона. 2 телефона я использую. На одном я установил всевозможные вот эти приложения, HPS и больше ничего. Ну и другой свой, как бы, личный телефон, он, ну, не на виду, скажем так. Потому что тоже, ну, как бы, не надо быть совсем лопоухим, где-то бросать, чтобы потом, оказывается, у тебя кто-то тихонечко там потянул этот телефон куда-то. То есть, вот так где-то. Можно ли Если нету совсем чем заняться, можно ли заниматься Uber'ом? Да, можно. Я думаю, там, грубо выражаясь, чуть не до $1000 можно выгонять. Но теперь, если вы считаете на бензин, на 5-е, на 10-е, то это будет такая, как бы, зарплата, как у простого работника, который работает, и на других работах такую можно выгнать. Станешь ли ты от этого миллионером? Думаю, нет, не станешь. Будет ли это работа такая, которая тебе даст будущее? Думаю, нет. Как подработка воспринимать вполне реально, вполне нормально, думаю, как подработку воспринимать. Но надо делать, конечно, какие-то свои дела, более серьезные, которые, ну, ты считаешь, во всяком случае, что в них будет какая-то перспектива. А если только надеяться на то, что на Uber, ну, будешь упахиваться. Будешь за рулем, все-таки, сами понимаете, сидеть там 12 часов, к примеру. Кстати, Uber не дает больше 12 часов работать, отсоединяет тебя. Ну, в день.
Ну, вы можете подсоединиться на Диди и работать дальше, если вам там совсем хочется убиться, упахаться. Плюс, опять же, ну, не один же ты на улицах, да, есть другие участники движения. Всегда есть свой риск. Я имею в виду не тот, что там тебя там бандиты крадут, нет. А риск, что какой-то дурачок в тебя там зацепит машину, еще что-то, непредвиденные такие вот штучки. Вот, еще хотел сказать в плане того, что есть такая штука. Опять я до этого парка дошел, ну ничего. На Uber, я думаю, он везде одинаково, но на всякий случай скажу, как у нас. На Uber там тебе еще дается страховка. То есть то, что он берет, туда еще входит страховка. Страховка на тебя и на пассажиров. То есть в плане того, что если с тобой что-то случится конкретно во время именно движения, не то, что там ты где-то стоял, а именно с пассажиром, но у вас авария или случилось что-то, то страховка есть на пассажиров, страховка есть на водителя и страховка есть, если ты кому-то ущерб причинил. Контратерцеро называется. То есть прямо две страховки, написано там конкретно, можешь их скопировать, номер полиса и все такое. Uber тебе выдает во время движения именно по приложению. То есть не когда ты ждешь там пассажира, а с пассажиром. Ну, понятно, если машиной что-то случится, то ты со своей страховки все это хозяйство должен. Потом или со своего кармана, или со своей страховки. Ну, где-то так. В общем, я вам про Uber, про заработки на Uber рассказал. Если кому-то это, ну, как бы, чтобы понимать. Кто-то хочет этим заниматься постоянно, это просто труд таксиста. Если кто-то как подработки воспринимает, ну, нормальные такие подработки, выскочил, поскакал туда-сюда и дальше занимаешься своими делами. Ну и можно ли прожить? Все зависит от того, сколько кому для жизни нужно. Кому-то нужно очень много денег, потому что у него очень дорогие все затраты, растраты. То тогда, наверное, он не вытянет на Уберах всяких. А кому-то по скромности все-таки, чтобы хоть что-то делать, пока разовьешь что-то другое, то, наверное, да, можно. Вот. Чтобы не ходить потом вот с тачками, с флагами вот так вот. Да, по улицам. Так, переходим. Есть еще, что меня бесит, это, к примеру, знаете, не то, что бесит, я просто не так сказал. Ну, как бы, почему еще пользуются люди вот всякими Уберами, вот этим хорошо, потому что чем от такси отличается? Вот такси ездит и подбирает людей, и вот пока у него людей нет, он ездит их ищет. Здесь я остановился, двигатель выключил и ждешь. Блимкнуло на приложении, ты увидел, что это все окей, типа тебя устраивает, ну, принял заказ и поехал. То есть растрат в этом плане немножко меньше. Второе, там, по-моему, все-таки дешевле немножко на Uber, потому, конечно, после обеда вообще блимкает, ну, не переставает, и столько заказов есть, что полно. Как утром, говорят, много заказов, я еще не ездил утром, да и, в принципе, наверное, вряд ли буду прямо с утра, там, когда дети в школу, потому что, когда пробки, таксист стоит, деньги считает. А вот ты на Uber, у тебя, ты стоишь в пробке, бензин палишь, а тебе больше от этого не заплатят. И это, конечно, надо, ну, избегать всяких таких пробок. У тебя за поездку, за километраж. Так, роет какой-то, пишут, что это... чтобы вода хорошо проходила после дождей, чтобы потопов не было. Вот рыли этот квартал, теперь перекрыли другой квартал. Смотрите, видите. Роет. Вчера я здесь еще проезжал по этой улице, а сегодня уже здесь все перекрыто. Будут что-то копать. Так что все, народ. Немножечко вам рассказал на эту тематику. Я не думаю, что там очень часто буду эту тему вспоминать, то есть, конечно, буду, но я же говорю, в общем, это будет пока что на уровне подработки, то есть нужно подработать, если у тебя время, ну, то да, выскочил, можешь заняться чем-то другим, и нужно заниматься чем-то другим, то, конечно, будешь заниматься чем-то другим. Так что все, не теряемся, подписываемся, видео будут продолжаться.
Я не собираюсь там теперь тут только уберите. Hola. Sí. Sí, voy a pescar, pero no hoy. Так, подписчики другого канала с рыболовного как раз работают на моем квартале. Так что все, пока, народ.